Всем привет! Подумал, что кому-то будет интересно услышать эту историю. Позвольте озвучить. Один мой бывший сокурсник Сергей и бывший коллега по работе попал в неприятную ситуацию. Небольшая предыстория. Лет эдак 18 назад, когда мы с ним окончили универ, меня призвали в ряды нашей доблестной армии, а он, как говорится, отмазался. Были причины. Во-первых, очень хитрожопый, а во-вторых, на 5-м курсе его угораздило жениться на второкурснице Анечка. Девушка просто скромница, красавица, на мой взгляд, даже слишком скромница. Ну и чтобы не заставлять жену ждать воина с фронта, он решил строить семейное счастье. Детей завести не получилось, дважды не доносила, подробностей не знаю, в общем, жили без детей. Потом нас судьба на долгое время развела, ну а после мы случайно сошлись на одном проекте и начали плотно сотрудничать. Как-то в бане у меня на даче мы крепко подпили, и за сплетнями о наших семьях он пустился в откровение. Дальнейшее повествование со слов моего знакомого. В общих чертах их сексуальная жизнь, как и у многих, наверное, имела взлеты и падения. Второкурсница Анечка из скромной закомплексованной девочки за пару лет стала достаточно опытной и пылкой любовницей для своего мужа. Потом был какой-то спад, вплоть до развода. Были разговоры о том, что надо что-то менять и так далее. И Анечка намекнула Сергею на разнообразие, а точнее очень тонко намекнула на свинг. Сергей это воспринял не всерьез, ну и как итог вообще отбросил эту мысль. Когда он мне это рассказывал, не без доли юмора, я и подумать не мог, что скоро сам в этом убежусь. Как выяснилось, в жизни его жены появились изменения, она сменила одну работу на новые две, днем стала фитнес-инструктором, а вечером подрабатывала визажистом в салоне красоты. Естественно, сама тоже преобразилась, попа стала как орех, шикарное тело, немного тюнинга по части бюста и губ. Одним словом, когда я ее увидел через 5 лет, то не узнал. Как результат ее плотной занятости, дома она часто отсутствовала, но, как сказал Сергей, секс стал потрясающий. Если раньше она меня делала с кислой миной, то сейчас неожиданно для него самого она научилась заглатывать как удав кролика, но еще большим сюрпризом стал анальный секс, как выразился сам Сергей. Я даже не сразу понял, что ошибся дверью. Радость от улучшений в сексе имела привкус сомнений, а где же она всему этому научилась? Он попытался за ней следить, но без особых результатов. Конечно, неоднозначными были ее вылазки к клиенткам на дом, но с другой стороны, ее соцсети пестрели фотографиями плодов ее маленького бизнеса, да и телефон ее был в полном его доступе. А теперь самое интересное, однажды в курилке он попросил нашего сисадмина посмотреть, что там с планшетом, работает плохо, но сисадмин и посмотрел. И не только посмотрел, но и мне показал, а точнее попросил, чтобы я намекнул, что у его жены двойная жизнь. Анечка уже года 3 как была звездой 2 достаточно популярных сайтов для свингеров и одного закрытого свинг-клуба. На одной из анкет она была госпожой Доминикой и чпокала мужиков за деньги. На другой анкете она встречалась с семейными парами. На самое сладкое остался закрытый клуб, чтобы там зарегистрироваться, нам с сисадмином потребовалось недели и небольшое количество денег, так как для новичков фото и видеоматериалы не были в открытом бесплатном доступе. Но наш интерес был полностью удовлетворен, стало совершенно ясно, что зря Сережа так анальному сексу удивился, а точнее той легкости, с которой проник к ней в попец. Анечка, будучи одной из 3-4 звезд их клуба, иногда посещала закрытые гангбанг-вечеринки в каком-нибудь загородном коттедже или сауне, но те, где несколько дядек одновременно чпокают одну тетю. Тому, что она вытворяла, наверное, и знаменитая Саша Грей позавидовала бы, ну или как минимум одобрила с профессиональной точки зрения. Для меня самого это был шок, поэтому Сергею я говорить не торопился, я просто не представлял, как это ему преподнести. Первое, что пришло в голову, это попробовать поговорить с ней. Как дурак приперся в фитнес-клуб, но с первого раза как-то язык не повернулся. Через пару тренировок я все же улучил момент, и разговор состоялся. Чего-чего, но вот такой реакции я точно не ожидал, она меня просто поставила в тупик. Я ей: ты что творишь? Я все знаю. Почему так с мужем поступаешь? А она мне: а это твое вообще дело. Завидуешь, что твоя жена такое не может? Хочешь, приходи к нам, научим. Хочешь, можешь прямо сейчас попробовать в душевой. И даже не знаю, сделала пару таких жестов губами и языком, что от ее наглости челюсть у меня отпала, а член встал. В оконцеовке она добавила, что я могу все рассказать Сергею, что тогда они разведутся, и что? Еще добавила, что разойдутся они так или иначе, потому что он хочет детей, а у нее их не будет, и что то, чем она увлекается, ее единственная радость в жизни, и вообще, пошел я нахер. Честно, вышел как оплеванный. Мысли были разные, но одно я решил твердо: инициатором их развода я не буду. Да и кто я такой ее судить, тем более, что сам не без греха.